Животные часто обладают удивительной способностью чувствовать, кому можно доверять, а кому нет. Умирающий лев умолял о помощи, и то, что произошло дальше, действительно невероятно. Андрей жил в небольшом одиноком доме, расположенном в африканской саванне вдали от больших городов. В засушливый сезон его дом нередко оказывался отрезанным от внешнего мира из-за палящей жары и песчаных бурь. В один из таких знойных дней Андрей услышал громкий стук в дверь. Насторожившись, он взял старое ружье лишь для того, чтобы отпугнуть незваных гостей в случае опасности. Встреча с дикими животными или браконьерами в этих глухих краях всегда таила в себе серьезный риск. Андрей осторожно приоткрыл дверь и тут же услышал глубокое рычание. Этот звук был ему хорошо знаком. Это рычал лев, причем, судя по громкости, зверь был очень крупным. Андрей быстро вернулся в дом, но, взглянув в окно, он увидел ужасающую картину. Огромный лев лежал на сухой земле недалеко от дома. Бедное животное стонало от боли и, кажется, едва держалось на своих лапах, с трудом приподнимая голову. Сердце Андрея сжалось от жалости к несчастному зверю. Он начал лихорадочно обзванивать приюты и спасательные службы, умоляя о помощи. Но большинство из них не смогли выехать из-за сложных погодных условий. Лишь один спасательный центр согласился выслать команду, однако им требовалось не меньше часа, чтобы добраться до дома Андрея. А лев, судя по всему, отчаянно нуждался в немедленной помощи. Мужчина решил попытаться хоть как-то помочь зверю, пока едет спасательная команда. Он открыл окно и бросил хищнику кусок мяса, но тот даже не обратил на него внимания. Затем Андрей вылил бутылку воды прямо на землю рядом с львом. Хищник приподнял голову, сделал пару глотков, но тут же со стоном выплюнул воду обратно и вновь уронил голову. Казалось, даже такое небольшое усилие окончательно вымотало его. Наконец, через час во двор въехал джип спасателей, но их приезд явно не обрадовал умирающего льва. Услышав шум, он попытался приподняться на лапы, но вновь упал без сил. Когда льва окружили люди, зверь запаниковал. Обычно раненые и ослабленные животные представляют наибольшую опасность, но в этот раз лев был слишком истощен, чтобы сопротивляться. Команде пришлось применить транквилизаторы для обездвиживания хищника. Как только лев уснул, его внимательно осмотрели. Андрей присоединился к спасателям и увидел на лапе льва большой старый шрам. И тут мужчина понял, почему лев пришел именно к нему. Ведь они были уже давно знакомы. Около 3 лет назад старая домашняя собака Андрея убежала в саванну. Когда он отправился на ее поиски, питомец привел его к крошечному беспомощному львенку, который застрял в капкане, оставленном браконьерами. Лапа детеныша была сильно травмирована. Поблизости не было видно львицы, которая, вероятно, вынуждена была бросить травмированного малыша, считая, что у него нет никаких шансов на выживание в дикой природе. Андрей аккуратно освободил львенка из капкана и отнес к себе домой. Он назвал детеныша Дик и на протяжении нескольких дней самостоятельно ухаживал за ним, следуя советам ветеринаров по уходу и кормлению крошечного хищника. Несмотря на серьезную травму, благодаря заботе Андрея Дик смог выжить и понемногу окреп. Когда прошел год, Дик начал все чаще уходить из дома и гулять по саванне. А однажды он вовсе не вернулся, похоже, окончательно присоединившись к своим диким сородичам. Но в течение нескольких последующих лет лев иногда ненадолго появлялся около дома Андрея, хотя и держался на значительном расстоянии, не проявляя ни малейшей агрессии. Уже 2 года до настоящих событий Андрей ни разу не видел Дика и уже начал беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с его старым мохнатым другом. И вот теперь
Спасательная команда осматривала ослабшего льва и, наконец, выяснила причину его плачевного состояния. Дик был сильно истощен, а его зубы были серьезно инфицированы. Похоже, он жестоко подрался с соперником, отстаивая свою территорию, либо пострадал во время охоты. Судя по размерам и степени запущенности инфекции, льву требовалось срочное лечение. Команда решила забрать Дика в спасательный центр и попытаться вылечить инфекцию. Людям удалось погрузить потерявшего сознание зверя в кузов джипа, и они отправились в путь. Андрей был рад, что Дику окажут квалифицированную помощь, но в то же время мужчина был опечален тем, что на этот раз он не сможет ухаживать за своим старым другом. На следующий день Андрей позвонил в спасательный центр и узнал, что ветеринары удалили льву нарыв и начали курс интенсивной терапии антибиотиками. Однако прошло еще несколько дней, когда Андрею позвонили из спасательного центра и сообщили шокирующую новость. Дик каким-то образом вырвался из клетки и сбежал из центра. Лев оказался на свободе в незнакомой местности рядом с небольшим поселением, где жили люди. Спасатели предупредили население об опасности и немедленно начали поиски сбежавшего хищника. Ситуация была очень опасной, ведь ослабленный серьезной инфекцией Дик мог случайно наткнуться на ничего не подозревающих людей или попасть в ловушку браконьеров. Команда прочесывала окрестности, устанавливая ловушки и маячки для отслеживания перемещений льва. Прошло несколько дней, но поиски так и не дали никаких результатов. Наконец, местный фермер сообщил, что он заметил льва на окраине своих владений. Команда тут же выдвинулась на поимку хищника и нашла его в зарослях рядом с поселением. К счастью, спасателям удалось усыпить льва с помощью дротика с транквилизатором. Команда оцепила окружающую территорию и приступила к погрузке зверя в специальный фургон. По возвращении в спасательный центр уставших, но довольных спасателей с облегчением встретил остальной персонал, готовый возобновить усилия по восстановлению здоровья хищника. Льва поместили в безопасный просторный вольер, оборудованный всем необходимым медицинским оборудованием. Восстановление заняло много времени, но с каждым днем здоровье хищника постепенно улучшалось. И вот наступил день, когда команда поняла, что зверя можно выпускать обратно на свободу. Спасатели отвезли Дика подальше в саванну, где он снова смог бы чувствовать себя как дома. Лев не спеша пошел к зарослям, а люди радовались тому, что им удалось спасти жизнь этого грациозного хищника. Спустя несколько месяцев Андрей снова увидел следы льва у своего дома. Дик не подошел близко, но какое-то время стоял на пригорке, внимательно наблюдая. Андрей понял, что старый друг не забыл его. Лев еще несколько мгновений смотрел на человека, затем тихо скрылся в густых зарослях, вновь возвращаясь к своей дикой жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.